Мишель де Монтень, французский писатель и философ эпохи Возрождения. Любовь – неистовое влечение к тому, что убегает от нас. Между одними людьми и другими дистанция гораздо большая, чем между некоторыми людьми и животными. Поверив в то, кем мы можем стать, мы определяем то, кем мы станем. Смерть должна быть такая, как жизнь. Мы не становимся другими, только потому, что умираем. Благоразумию также свойственны крайности, и оно не меньше нуждается в мере, чем легкомыслие. Нет ничего более прекрасного и достойного одобрения, чем должным образом хорошо выполнить свое человеческое назначение. Страх то придает крылья ногам, то приковывает их к земле. Только глупцы могут быть непоколебимы в своей уверенности. Не беспокойтесь, что не сумеете умереть. Сама природа, когда придет срок, достаточно основательно научит вас этому. Она сама все за вас сделает, не занимайте этим своих мыслей. Величие победы измеряется степенью ее трудности. Порок есть нарушение порядка и отсутствие меры. Лучший способ запомнить что-нибудь – постараться это забыть. Иметь дело с людьми, которые восхищаются нами и во всем нам уступают, удовольствие весьма пресное и даже вредное для нас. Мозг хорошо устроенный стоит больше, чем мозг хорошо наполненный. Человек страдает не столько от того, что происходит, сколько от того, как он оценивает то, что с ним происходит. Наружность мужчины служит весьма малым ручательством за него, но тем не менее, она представляет нечто значительное. Разумный человек ставит себе предел даже в добрых делах. Ум, не имеющий никакой определенной цели, теряется. Быть везде значит быть нигде. Если язык однажды свернул на путь лжи, то невероятно трудно возвратить его к правде. Признаваться в незнании – одно из лучших и вернейших доказательств наличия разума. Ты забудешь о своих бедах, если наденешь достаточно тесные туфли. Отличительный признак мудрости – это неизменно радостное восприятие жизни. Трусость – мать жестокости. Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать. Мы имеем право иногда опираться на другого,
но вовсе не наваливаться на него всей нашей тяжестью. Самым лучшим доказательством мудрости является непрерывное хорошее расположение духа. Ложь – удел рабов. Свободные люди должны говорить правду. Раз мы ненавидим что-либо, значит, принимаем это близко к сердцу. Чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем чтобы научиться самому. Очень полезно оттачивать свой ум об умы других. Никто не раздает все свои деньги другим, а вот свое время и свою жизнь раздает каждый. Когда судят об отдельном поступке, то прежде чем оценить его, надо учесть разные обстоятельства и принять во внимание весь облик человека, который совершил его. От недостатка уважения к себе происходит столько же пороков, сколько и от излишнего к себе уважения. Когда не достигают желаемого, делают вид, что желали достигнутого. Если хочешь излечиться от невежества, надо в нем признаться. Не стыдитесь говорить то, о чем вам не стыдно думать. Истинное достоинство подобно реке, чем оно глубже, тем меньше издает шума. Весь мир – это вечные качели. Всякий, кто долго мучается, виноват в этом сам. Философы всех школ согласны в том, что высшее благо состоит в спокойствии души тела. Женщины нисколько не виноваты в том, что порою отказываются подчиняться правилам поведения, установленным для них обществом, ведь эти правила сочинили мужчины, и притом безо всякого участия женщин. Жениться, ничем не связывая себя, предательство. Откровенная речь, подобно вину и любви, вызывает такую же откровенность. Кто не знает, в какую гавань плывет, для того нет попутного ветра. Человеку нужны крепкие уши, чтобы выслушать свободное суждение о себе. Предпочитай, чтобы у человека кровь приливала к щекам, чем чтобы она была им пролита. Плакать из-за того, что мы не будем жить 100 лет спустя, столь же безумно, как плакать из-за того, что мы не жили 100 лет назад. Сама по себе жизнь – это не зло и не благо. Жизнь – это вместилище и блага и зла, в зависимости от того, во что вы лично ее превратили. Мы не столько освобождаемся от наших пороков, сколько меняем их на другие.
Желание того, чего у нас нет, разрушает пользование тем, что у нас есть. Вовсе не требуется всегда говорить полностью то, что думаешь, это было бы глупостью, но все, что бы ты ни сказал, должно отвечать твоим мыслям. В противном случае это злостный обман. Есть все основания утверждать, что невежество бывает двоякого рода. Одно, безграмотное, предшествует науке. Другое, чванное, следует за нею. Этот второй род невежества также создается и порождается наукой, как первый разрушается и уничтожается ею. Самая глубокая дружба порождает самую ожесточенную вражду. Нечестные средства, с помощью которых многие возвышаются, ясно говорят о том, что и цели также не стоят доброго слова. Старикам не следует думать о смерти. Пусть лучше позаботиться о том, как получше разрыхлить грядки на огороде. Ревнивая жена порою даже приятна мужу. Он хотя бы все время слышит разговоры о предмете своей любви. Надо много учиться, чтобы осознать, что знаешь мало. Подлинным зеркалом нашего образа мыслей является наша жизнь. Кто думает только о том, как бы побольше ухватить для себя, тот не думает об уже ухваченном. Самая низкая ступенька, самая прочная, она основа устойчивости всей лестницы. Стоя на ней, можно ни о чем не тревожиться. Будучи вделана накрепко, она служит опорой всему остальному. Кто заражен страхом болезни, тот уже заражен болезнью страха. Большая разница – не хотеть или не уметь согрешить. Счастье человеческое состоит вовсе не в том, чтобы хорошо умереть, а в том, по-моему, чтобы хорошо жить. В истинной дружбе я отдам моему другу больше, чем беру у него. Мне больше по душе, когда я сам делаю ему добро, чем когда он делает его мне. Самая великая вещь на свете – уметь принадлежать себе. Мы не привыкли искать высшего нашего удовлетворения в душе и ждать от нее главной помощи, несмотря на то, что именно она – единственная и полновластная госпожа и нашего состояния, и нашего поведения. Совесть может преисполнять нас страхом, так же, как может преисполнять уверенностью и душевным спокойствием. В дружбе нет никаких иных расчетов и соображений, кроме нее самой. В начале всяческой философии лежит удивление, ее развитием является исследование, ее концом – незнание.
Игры детей вовсе не игры, и правильнее смотреть на них как на самое значительное и глубокомысленное занятие этого возраста. Мишель де Монтень. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.